Hello everyone. We continue video lectures in the framework of course Methodology of Biology Teaching. Today we have the next exam, Biology Teaching Aids, System, Classification and Characterization. Всем здравствуйте! Мы продолжаем ряд видеолекций в рамках курса Методика преподавания биологии. Тема видеолекции на сегодня – Система средств обучения биологии, классификация и характеристика. Today we have the following goals. First, to consider classification of biology teaching aids and principles of choice according to the topics of the lessons. Second, to study requirements for biology teaching aids. And last, to study the use of modern teaching aids in biology classes. Цели, которые ставит перед нами сегодня видеолекция. Первое. Рассмотреть классификацию средств обучения по предмету биология, а также принципы выбора согласно тематике уроков. Второе – это изучить требования для средств обучения предмету биология. И последнее – это изучить использование современных средств обучения в классах по биологии. Before we start new exam, let's review material from previous video lecture number 4. We talked about details about EDUC and gave short characteristics of EDUC types. You know that EDUC is purposeful and specially organized influence of the educator on the pupil. It is aimed at the transfer of social experiments and the common human culture, of course. And we considered 5 types of EDUC or education. The first, formation of a worldview. Second, moral and aesthetic EDUC. 3, environmental culture. 4, polytechnism in school biology. And last, labor EDUC. Прежде чем мы перейдем к разбору нового материала, давайте вкратце повторим содержание видеолекции номер 13, это предыдущая видеолекция. Мы разобрали детали о воспитании и рассмотрели основные типы воспитания, которые прослеживаются при преподавании биологии как академического предмета. Мы уяснили, что воспитание является очень важным и значимым процессом и воздействием воспитателя на своего воспитанника или ученика. Базируется он на передаче социального опыта и общеизвестной человеческой культуре. Также мы разобрали основные 5 типов воспитания обучающихся. Первое – это формирование общего мировоззрения. Второе – это моральное и эстетическое воспитание. Третье – это экологическая культура. Четвертое – политехнизм, который наблюдается на школьном курсе биологии. И последнее – это трудовое воспитание. Okay, keep calm and study hard. Теперь давайте усердно поработаем по новой теме. Teaching aids are a variety of subjects, phenomena, facts, and training programs that contribute to improving the effectiveness of educational activities in accordance with the goals and objectives of training. Средствам обучения можно отнести разнообразные предметы и явления, факты, а также обучающие программы, которые в целом способствуют повышению эффективности учебной деятельности в соответствии с целями и задачами обучения. In this regard, 3 main types of teaching aids can be distinguished: natural, visual, verbal and technical. В связи с этим можно выделить 3 основных видов средств обучения. Это реальные или натуральные объекты, это знаковые или же изобразительные, словесные или вербальные, а также технические. First, natural aids. Real or natural objects or aids are micropreparations, organisms, living or fixed, supraorganic biosystems, for example, forest, lake, and meadow, with which pupils get acquainted directly at the lesson or during an excursion. The real properties of the studied objects can be perceived not only by sight, but also by the organs of smell, hearing, and touch. Реальные или натуральные объекты или же средства обучения, к ним можно отнести микропрепараты, организмы живые или зафиксированные, также надорганизменные биосистемы, например, лес, озеро или луг, с которыми ученики знакомятся непосредственно на уроке или во время экскурсий.
Реальные или же натуральные свойства изучаемых объектов могут восприниматься не только зрением, а также органами обоняния, слуха и осязания. The next, visual aids. Visual or pictorial substitutes for real objects and processes. There are tables, diagrams, photographs and materialized models of various objects and processes. Computer multimedia teaching aids act as a special group. Следующее – это знаковые или изобразительные знаменатели реальных объектов и процессов. Сюда можно отнести таблицы, схемы, фотографии и другие материализованные модели разных объектов и процессов. Как особая группа сюда же тоже относят и компьютерные мультимедийные средства обучения. The next, verbal aids. Verbal teaching aids are a book, including a textbook, the teacher's word, narration accompanying television or film frames, tests and workbooks. Словесные или вербальные средства обучения – это в качестве яркого примера можно привести книгу, в том числе учебник, слова учителя, дикторский текст, который сопровождает теле- или кинокадр, тексты и рабочие тетради. Стоит отметить, что средства обучения чаще всего используются для реализации принципа наглядности в целях повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. И в методике обучения биологии различают такие понятия, как принцип наглядности, наглядность как средство обучения и наглядное пособие. Поэтому наглядность как средство обучения предназначена для создания у обучающихся статических и динамических образов, потому что она может быть либо предметной, либо изобразительной. And next, about technical aids. Various equipment called technical training aids also helps to increase the effectiveness of training. An important place among them for teaching biology is taken by a film projector, a slide projector, an epidemioscope, an overhead projector, TV set, and computer, of course. The means of visualization also include sound recording and sound reproducing devices, for example, tape recorder, video equipment, and more. Следующая группа, которую выделяют и которая прослеживается в предыдущих разобранных трех группах средств обучения биологии, это технические средства. Они очень обширно разнообразны и используются, поскольку они помогают повысить эффективность обучения. Очень важное место они также занимают в преподавании биологии как академического предмета и чаще всего используются проектор фильмов, презентация, различные другие девайсы, например, как телевизор, компьютер и многое другое. Особое место занимают, конечно же, для визуализации те устройства, которые либо записывают, либо воспроизводят звук и видео. Among technical means, the following are often distinguished as a special group. The first, audiovisual aids, including static screen projector, educational film strips, transparencies or slides, codograms, and more. The second, aids of dynamic screen projector, educational films and television. And last, sound aids, educational radio, sound recording, and more. Среди технических средств как особую группу часто выделяют. Во-первых, аудиовизуальные средства, в том числе средства статической экранной проекции. Например, учебные диафильмы, диапозитивы или слайды, кодограммы и многое другое. Второе – это средства динамической экранной проекции. Сюда относят учебное кино и телевидение. И последнее – это звуковые средства, куда относят учебное радио, звукозапись и другое. Okay, we have considered full material of video lecture number 14. Thanks for your attention. Ну что ж, мы полностью разобрали материал в рамках видеолекции номер 14. Большое спасибо за внимание.